маленький котенок выбрался из темного подвала. Прищурившись от яркого света, он увидел, что неподалеку играют несколько его сверстников. Малыш радостно подбежал, чтобы присоединиться к дружной компании, но котята, которые, к слову, были гораздо крупнее и упитаннее, вдруг набросились на него и прогнали прочь. Он притаился неподалеку и стал наблюдать за их весельем. На дворе стояла прекрасная погода. Было воскресенье, и Павел с женой собирались в торговый центр, погулять, может, и прикупить чего-нибудь. Его молодая супруга всегда следила за своей внешностью и, как большинство женщин, довольно много времени проводила перед зеркалом. В квартире было невыносимо душно, поэтому Павел решил подождать ее на улице. От нечего делать, он ходил вокруг своего автомобиля и, вдруг, обратил внимание на котят, которые так забавно играли друг с другом. Его взгляд скользнул дальше, и парень заметил, что в сторонке сидит еще один котенок и, испуганно прижимаясь к земле, завороженно наблюдает, как веселятся остальные. Этот отверженный был самым худеньким и маленьким. Потому, как жадно малыш следил за игрой, было видно, что ему очень хочется порезвиться со сверстниками, и он никак не может понять, почему они его гонят прочь. Глядя на этого котенка, Павел вдруг вспомнил свои школьные годы. В то время он не отличался крепким здоровьем, поэтому из всех мальчишек в классе был самым худеньким и слабым. Его не воспринимали всерьез и не принимали ни в одну компанию. Как и котенку, ему оставалось лишь со стороны незаметно наблюдать, как играют одноклассники, потому что все попытки сблизиться с ними заканчивались обидными насмешками, а иногда и тумаками. Конечно, с тех пор прошло много времени и все изменилось, но боль, жившая в душе маленького мальчика, никуда не делась, она лишь затаилась где-то в глубине. И вот теперь, при виде отверженного котенка, Павел вновь испытал это чувство, ему стало почти физически больно, и за себя, и за него. Почувствовав во рту солоноватый вкус, парень пришел в себя и понял, что искусал все губы в кровь. Медленно, шаг за шагом, он стал подходить к малышу, но тот зорким взглядом заметил приближавшегося мужчину и со всех лап помчался в спасительный подвал. Неожиданно для самого себя, Павел бросился следом. Котенку почти удалось скрыться в узеньком окошке, но в последний момент он заскользил задними лапками по гладкой поверхности и в этот момент был пойман. После нескольких неудачных попыток вывернуться, малыш покорно повис в руках Павла и зажмурился, очевидно, готовясь к худшему. Его почти невесомое тельце дрожало от страха, а сердечно билось так сильно, что, казалось, сейчас выскочит наружу. Парень долго смотрел, как легкий ветерок теребит редкую шерстку котенка, через которую просвечивала тонкая кожица со следами укусов насекомых. Павел уже давно считал, что его душа очерствела. С самого детства жизнь была к нему не слишком ласкова. Его обижали одноклассники, от него отказалась мать, бросив сына с пьющим отцом. После всего пережитого, парень разучился испытывать теплые чувства, но, держа в руках маленькое тельце, он вдруг ощутил сочувствие, причем так отчетливо и глубоко, словно оно вышло на первый план, оттеснив все остальное. Тем временем, котенок сообразил, что опасность ему вроде бы не грозит, и начал перебирать лапками, пытаясь забраться под одежду. Острые лопатки и выступающие ребра напоминали, что малыш очень давно не обедал. Шерсть была неухоженной и торчала, как попало, но мужчина лишь прижал его крепче. Бережно держа малыша и на ходу очищая его мордочку от налипшей грязи, Павел пошел домой. Торговый центр никуда не денется, а жена, если захочет, может поехать одна, рассуждал он. Столкнувшись на пороге с мужем, державшим на руках котенка, девушка промолчала и вышла из дома. Спустя час с небольшим, она уже открывала дверь, держа в руках симпатичный кошачий лоток, пакет наполнителя и огромную упаковку корма. В комнатах никого не было, только из ванной доносился звук текущей воды и ласковый голос Павла. «Какой ты у нас красивый, ну, просто вылитый тигр».
Стой, котенок, не бойся, больше тебя никто не обидит. Вот так закончилась эта история. Дорогие зрители, а вы когда-нибудь брали животных с улицы? Расскажите, пожалуйста, в комментариях.